Добренькое утро, друзья. Переночевали хорошо, несмотря на то, что почти всю ночь шел дождь. Как видите, палатку накрыли полиэтиленовой пленкой, старым тентом, под которыми была крыша землянки. Пришлось вставать ночью и буквально выкапывать их из земли. Но в целом спать было очень тепло. Вот так постелили камыши под палатку, так как матрас вчера спустил. И, к моему удивлению, было намного теплее. Не знаю, может быть, из-за того, что погода немного поменялась. Сейчас, в принципе, теплее, и ветер прекратился. Вчера ветер был сумасшедший, просто очень сильный. Сами видели, какой был шторм. Собственно, поэтому и камера моя перестала работать, потому что ее дважды сдуло вместе со штативом. Она упала и начала барахлить. Ну и пока и продолжает, дома буду разбираться. Ну а постройки вот вывели площадку под окошко. Здесь, кстати, есть проблемка в том, что линолеум заканчивается здесь. Нужно будет его немного дотачать, продлить, и чтобы не размывало кладку. Ну а так, когда ветра нет, в остальных местах вода нигде не попадает, кроме туда, куда идет уклон. Но в принципе мы понимали об этом. Я знал, что линолеума немного не хватает по длине. Просто подсунем сюда кусочек, где-то метр еще нужен будет, и все будет нормально. Сейчас выработаем раствор и сделаем еще один замесик, чтобы хватило сделать здесь такую же площадку. Ну и было бы здорово, если бы мы сегодня успели поставить 2 окна. Но проблема в том, что днем тоже может быть дождь. Карлос, негодяй, залез в кастрюлю и съел всю свою сегодняшнюю еду еще вчера ночью. Нету покороче там. Нету. Вот она как нету. Это я припрятал на крайний случай. Был у меня знакомый такой. Звали его Витек. Вот приходят у него и спрашивают. Кто-то говорит: Витя, а у тебя есть? Нету. Так я, говорит, еще честно спросил, что он говорит: да все равно нету, я же знаю. Ага, у меня такой же есть приятель, только Митя, а не Витя. Он тоже так говорит. Нету. Юра пока у интеллекта интересуется по поводу теплопроводности глины, дерева и так далее. Короче, обсуждает, как правильнее установить окно в глубине проема или наоборот поближе. Ну, короче, сделать, чтобы подоконник был большой или поменьше, или средненький. Короче, сейчас узнаем. Ну что, Юра, как там тебе ответы интеллекта? Что-нибудь дали полезного? Да, дали полезное. Что рассказал? Да, интеллект точно такой же. Естественно, глина сырая, она промерзнет. Но мы надеемся, что до холодов глина высохнет. А если будет она сырая, то она промерзнет, глина. Это всем понятно. От того, что она промерзнет, она еще и потеряет, наверное, свои свойства. Она ж как бы будет ломаться, наверное, ну, замерзшая глина.
Конечно, если замерзшая глина, то она будет трескаться, она потрещит вся, если она не Ну, высохнет короче, до мороза. держать не будет нафига. Нет, конечно. Нет, ну мы надеемся, что оно высохнет. А так, ну, У нас Леш, зимы такие, что морозы могут быть после Нового года. да, это не то, что зимы такие. У нас вообще 20-10 градусов мороза это большая редкость. Ну, У нас, в сейчас, принципе, зимой Нет, ну 3, все равно 4, бывает 20 5. мороза каждую Бывает. зиму, но да, недолго. Да, бывает. Ну, не, конечно, если на невысохшую глину этот мороз, вода ж будет трещать. Она будет замерзать, трещать, и глина разлезется, будет трескаться. Вот. А ты, Карлос, что думаешь по этому поводу? Но смысл не в том. Смысл в том, что человек говорил, что будет промерзать сами швы. В комментариях Да я было понял, написано, я что понял, о швы в сухой глине. И он приводил коэффициент. Ага. Вот. Но этот коэффициент, он так не работает. Это ж у нас получается не глина, это у нас уже получается швы. Я понял. Ладно, То есть- пойду за глиной, тут долго будем рассуждать. Да. Сделаем и проверим опытным Да. путем. Я знаю, что по поводу, точно так же, ты помнишь, когда землянку еще тут устроили, говорили, что Ну да. и вы там позамерзаете, и она у вас завалится, надо опаливать бревна, они сгниют за 1 год, вас затопит Ну в да. этом яру. Я помню, что писали. Оказывается, не затопили, не замерзло, не обмерзло, ничего, все было Но завалилось. прекрасно. А точнее Ну, сказать, не завалилось, мы её завалили. сами завалили. Завалили. Да. Так, Алексей пошел за глиной. Может быть, эти 2 и хватит емкости. Какая-то мелкая травка собирается на решетке и не дает нормально просеивать. Такая, как не пойми, что тоненькие корешочки. Эх, ракушка как на море, чистенькая. Так пляжи иногда делают. Собирают, просеивают, чтобы был чистый пляж. Пока глина размокает, мы решили собрать лагерь, потому как если пойдет дождь, будем долго мокнуть собираться. А так сложим все возле лодки или прямо уже в лодку, может быть, спустим. И будем продолжать строительство.
Леш, ты точно разметил? А то у нас получается, мы режем по 33, а получается то ли по 30, то ли по 35. А вот рулеточка проверяй. Иди будешь ОТК контроль. Иди, будем проверять. Тридцать три и 2. 32,8. 33 ровно. Ага. 33 ровно. По-моему, Молодец. неплохой результат. Да. То есть, если еще пару лет потренироваться. Будет вообще в ноль. Кстати, я с Алексеем разговаривал, друзья. Мы с ним вчера, долгие зимние вечера наступают. Вот, и мы с ним вчера разговаривали. Я предложил ему, вот, наверное, может быть, в следующем году, если все будет нормально, поехать. Здесь у нас есть сосновый лес, и там очень много сушняка валяется. Ну и предложение такое, чтобы попробовать сделать сруб уже в том лесу. И там, кстати, есть речка. Вот. Ну это такой проект на будущее. Да, Леш? Да, было бы интересно, конечно. Сруб это такая вещь, которую для мужика, наверное, интересно сделать самостоятельно. Да. Поэтому длинными вечерами, зимними, как говорится, нужно будет все это обсмотреть, как он строится, что для этого нужно, ну и все остальное. Нужно будет, наверное, все-таки приобретать еще одну пилу, потому что уже сруб строить там будет много очень работы пилой. Ага. Не, ну я свою маленькую, надеюсь, что починю, но она для сруба не тот инструмент. Не, ну все равно что-то ей подпилить тоже такая пилочка нужна. Ну да, для сруба нужна уже такая более-менее хорошая пила. Может, давай сначала тут закончим? Я тоже думаю, ну, планы должны быть всегда Да. на будущее. Согласен. Глина подраскисла, и не будем тянуть долго кота за хозяйство. Попытаюсь аккуратно снять выключатель. Он еще, скорее всего, пригодится. У меня дома есть аккумулятор 100 ампер-часов. Если его сюда привозить, то электричества для зарядки гаджетов и для освещения хватит надолго. Так что попытаюсь аккуратно его извлечь. Я уже забыл, как я его устанавливал. И где у него крепежные элементы. Но кажется, вот эта клавиша должна сниматься. О. Выключателем, как он говорит. Включатель, да. Кто-то называет выключатель, вернее, основная масса. А кто-то... Да, вот так вот. Саморезы держатся в дубе. Не знаю, как я его затянул, но тогда 4-5 лет назад, наверное, сил поболее было. Вроде и отвертка хорошо подходит. Не. Выломал что. Ага, свернул голову саморезу. Вот такие вот. Этот пошел. Сейчас будет
несколько странное сообщение. Я потом немного расскажу, что к чему. В общем, передаю привет ловцу енотов. У него недавно был день рождения. И поэтому желаю ему успешной ловли, коль уж он ловец, а не охотник. Чтобы пореже попадались скунсы, а еноты на ребро клевали регулярно. В общем, вот такая вот странная фраза. А смысл вот в чем. В комментариях появился человек, если честно, не помню ник его, он вроде как на латинских буквах написано. Помню, что W первая буква, и поэтому его такой значок W в синем кружочке. Вот. И у нас завязался такой несколько странный диалог в стиле, наверное, как, помните, может быть, песни «Нескладушки», или не знаю даже с чем это сравнить. Короче, у него странные комментарии, ну а я решил поддержать их странными ответами. Я надеюсь, кто любит такого рода веселое общение, я думаю, вы найдете эти комментарии, подключитесь, и мы немножечко расширим наш вот этот вот странный диалог. Я думаю, будет весело. Так что, кто не против повеселиться в комментариях, попытайтесь нас найти и поддержать нашу беседу. Ну а я возвращаюсь к стройке. Туда все Да, перекидывать? сюда ложить, туда ложить. Что сюда есть у нас? Чурочка. Вот сюда нужен коротыш Да, да, да. 20. Не, длинный, 19. Делай. Просто сюда закидывать. Да. Нам главное, чтобы было 90. Тут вот в притирочку 88. Уже может не влезть, придется спиливать немного. Здесь 89. Здесь уже больше везде идет, а тут
А тут уже не влазит, тут 84, никакой не влезет. Нам надо 90. Я не понимаю, что так происходит. Ну это вот это, смотри, у нас вот здесь, видишь, спилено, а здесь не спилено. Что, надо тонкие резать. Надо длинную сюда отрезать, чтобы положить сначала. Еще раз. Друзья, если вы не заметили, смотрите, вот эта сторона верхняя у нас будет чуть-чуть выше, так как здесь будет под этой стороной стоять кровать. И ночью можно нечаянно локтем или ногой, или там я не знаю как, сесть, облокотиться и выдавить стекло. То есть здесь будет стоять стекло. Если мы опустим его ниже, то кровать будет вот здесь, с той стороны. И можно будет выдавить. Поэтому было принято решение, значит, здесь сделать ее чуть выше, а нижнее окно, вот это, которое уже здесь будет, в принципе, ноги, можно опустить чуть ниже. То есть будет разница здесь, ступенька будет сантиметров 15. То есть окно будет стоять вот так, второе окошко будет стоять чуть ниже. Вот. Будет, в принципе, симпатично, хорошо. В общем, посмотрите. Мы подумали, другого варианта у нас не получается. Поэтому делаем так. Этот шов. Вот так, раз. Чуть-чуть не там скололось. Говорит, раз. Опа, есть. Влазит. Ну, мы ж с тобой все запланировали правильно. Поэтому все тут влазит, как и должно быть. Ты что думаешь, что не влезет? Да не, я знаю, что ты можешь впихнуть. Нет, ну... Нет Даже такого. нигде не влазит. Нигде не влазит. Там мы впихнем. Невпихуемое впихнем. Как было? Ладно, так, сюда надо вырезать кусочки. Так, чурочки. Вот. Алексей вырезал 2 штучки. Опа. Давай, ложи. Опа. Есть одна. Ага. Режем. Вот так. Уже её. Так, подожди, я туда раствор. Ну, бери-ка ее. Вот так. Всё. Я постучу. Сильно же за бревно не выходи, чтобы двери у нас влезли нормально. Вот так вот она нормально. О. Еще вот сюда бросай.
Так, все, сейчас будем устанавливать окна эти в два проема. Закрепим их так временно, облаживать покуда ничего не будем, просто закрепим. О, она и заклинится. Давай, давай, подбивай чуть-чуть. Еще. Ровненько сразу ее выставляем. Давай, давай, да еще. Хорош, все. Так, а теперь край, наверное, к тебе еще. Или давай ко мне еще чуть-чуть. А ну пробуй еще чуть-чуть бить ко мне, Леш. Сюда, давай. Еще. Они тоже подавать? А надо по уровню смотреть сейчас. Не заходит, ладно, все. Надо прятаться. Так, вот вам и дождик спустился. У нас уже только капнуло, уже какой потоп с крыши. Надо срочно накрывать, потому что все размоет. Вот чего мы и боялись. Видите, вот на мне мы все говорили, что нужно укрывать. И вот хорошо, что мы здесь. Если бы не уехали, то это размыло бы все бы. Ну теперь уже никуда не поедем, теперь надо уже будет ждать. Боже. Блин, будет куда затекать. Там дальше не идет, там рейка прибита. Ты вроде перестала сюда выпустить. Может, дождь перестал идти, еле капает. Это вообще. Полотенца нет, уже течет. Лешка хоть в этом, а мне по глазам, по волосу мокрый весь. Так, пилу на убери. Давай. Вот это так. Невзначай ждали дождь и дождались. Дождь холодный, вода теплая, сразу туман стал. Так, друзья, делаем импровизированный стол. Раньше здесь мы раствор мешали, а теперь мы здесь сделаем стол и перекусим. Вот и первое испытание дождем. Пока, Да? пока не пройдено, но мы к этому идем. Ну да, это точно. Так, ну что? Кто пойдет за чаем? И вообще он там есть или нет, я уже не знаю, если честно. Ну давай так, сало на...
поставлю на подоконник. У меня такой подоконник большой. Но можно будет потом откосные такие сделать сюда, пенечки, когда застынет, прикрутить и сделать такой подоконничек. Более-менее. Вот за что я говорил, если вот здесь вот будет такая кровать, и мы опустили бы здесь ночурку, то вот я бы сейчас локтем бы упирался бы в окно. Вот. А так мы окно подняли чуть-чуть, получается, и кровать будет стоять где-то на этом уровне, можно ложиться, и ты уже окно не зацепишь. Да, все-таки крышу надо доделать в первую очередь. Доделать до ума, довести. В следующий раз надо брать тот линолеум, который остался. И все Вот и подкладывать. осталось? Ну, да, там есть кусок. Ну да. А его спаять, интересно, нельзя сеном? Друзья, может кто знает, как можно линолеум правильно соединить? Может спаять или как-то. Подскажите. Ну, температуры фена точно, наверное, не хватит. И, кстати, куда его подключить? Что ты скачешь? Все, пойдем, Карлос. Дождь то остановится, то припустит. И мы, пользуясь очередной паузой, быстренько грузимся. Потому как вдалеке надвигается черная туча. Скорее всего... Ух ты! Ой-ой-ой! Упал. Скорее всего, будет сильный ветер и волна. Поэтому грузимся и уходим. Водичка все падает и падает. Берег скоро уже будет возле нашей сижи.